Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи. А будет ли долго и счастливо? Вы просили, я сделала. Сегодня рассмотрим совместимость этой пары с точки зрения астрологии. Ханде – яркая представительница двух стихий – огня и воды. В карте отсутствуют знаки стихии Земли и воздуха в личных планетах. Поэтому подсознательно она всегда будет пытаться добрать качество этих стихий у своих партнеров. Характер эмоциональный, доминирующий. Гармоничное солнце в Стрельце дает ей любознательность, любовь к изучению этого мира, путешествиям и стремление стать элитой и вращаться в кругу богатых и влиятельных людей. Она с рождения подсознательно стремилась стать лидером мнений и вести за собой своих последователей. Луна в Овне все время гонит ее к новым достижениям и активному времяпрепровождению. Ей очень сложно усидеть на месте. Эта девушка не домоседка, а любитель ярких активных эмоций, страстей и захватывающих дух путешествий. Любит спорт, даже негативные эмоции проще всего прорабатывает в спортивном зале или на танцполе. Венера Ханде находится в знаке Скорпион, что дает ей ревнивость, подозрительность, страстность, желание обладать партнером, контролировать каждый его шаг. В плюсе ее Венера в Скорпионе дает возможность интуитивно чувствовать партнера, практически читать его мысли и строить очень серьезные и глубокие отношения. Но этот мужчина должен понимать, что отношения с ней – это жизнь на вулкане, который может рвануть в любой момент. Еще кое-что про Венеру Ханде. Она находится в точном аспекте с Нептуном и Ураном. Именно этот аспект дает ей любовь к творчеству и иногда крайне экстравагантный выбор нарядов. Хакан – типичный водолей. Его Солнце, Луна и Меркурий находятся в этом знаке. Он человек, который превыше всего в мире ценит свободу и независимость. Заставить жениться этого воздушного рыцаря почти нереально. У Хакана, кстати, полностью отсутствует в карте стихия огня. Он, как и Ханде, добирает эти качества у партнера, а уж у Ханде огня целый вулкан. Хакан – человек мира, человек, смотрящий в будущее, человек, который любит все необычное. Женщин он тоже любит необычных, глубоких эмоционально и интеллектуально, женственных и творческих. При этом идеальная жена Хакана должна быть для него не только любовницей, но и другом, партнером по путешествиям. Она должна постоянно развиваться, участвовать в социальных проектах, любить его друзей и тусовки, доверять ему, не нарушать его личные границы. В его карте есть негативный аспект Плутона с Солнцем и Луной, и это может говорить о том, что родители часто оказывают на него очень большое давление. Поэтому он может иногда закрываться и переживать внутри негативные эмоции. Марс в Близнецах говорит о достаточно ветреном и иногда слегка безответственном характере, которому не свойственна конфликтность. Вся его карта говорит нам о том, что этот мужчина любит разнообразие в личной и социальной жизни, и скука – это не то, что может его окружать. Теперь совместимость. В их совместимости есть как плюсы, так и минусы. Начнем с минусов. Соединение Солнца Хакана с Сатурном Ханде говорит о том, что она может его ограничивать и излишне контролировать, а это с водолеями абсолютно недопустимо. Оппозиция между Марсом Хакана и Солнцем Ханде показывает, что в паре периодически могут разгораться нешуточные конфликты, провоцировать которые будет именно Хакан. А негативный аспект Плутона Ханде к Солнцу Хакана говорит о том, что давления и обид со стороны девушки на любимого будет немало. Также не радует негативный аспект между Меркурием в Водолее Хакана и Меркурием в Скорпионе Ханде. Этот аспект сообщает нам о том, что им крайне сложно понять друг друга и договориться в диалоге у них часто не получается. Они просто мыслят совершенно по-разному и доносят мысли своей половинке так, что любимый человек может неправильно понять, казалось бы, самые простые слова. Что по плюсам? Их Венеры в гармоничном аспекте между собой. Обе в водной стихии, обе эмоциональные. Но Венера Ханде дает ей драйв, сексуальность и эмоции на пределе, а Венере в рыбах Хакана все-таки присуща некоторая мечтательность, хрупкость и загадочность. Но здесь паре помогает соединение Венеры Ханде и Плутона Хакана, которое разжигает в их спальне настоящий пожар.
Кроме этого, в их совместимости присутствует так называемая печать счастья, благоприятный аспект между Солнцем и Юпитером, что повышает шансы на счастливую семейную жизнь. Причем у них эта печать двойная, взаимная, что не может не радовать поклонников этой пары. Подытожим. Совместимость в этой паре не без сложностей, но они уже достаточно зрелые люди, чтобы работать над отношениями. Скажем так, пока она не начнет его излишне контролировать и ревновать, в этой паре все будет прекрасно. Но вот надолго ли хватит ее напускного спокойствия и его невозмутимости и нежелания провоцировать конфликты, время покажет. Подписывайся, ставь лайк, чтобы не потерять этот канал, ведь впереди тебя ждет еще много интересных астрологических разборов. Пока!